Глава 2166. Битва племени Лиса. Часть 5. Атакуй. Как только появится возможность, я нанесу удар, чтобы убить всех четверых, приказала Фейсиоси с холодной улыбкой. Существа племени Лиса были очень осторожны по отношению к 4 дьявольским существам, но они все равно без колебаний приступили к действию по приказу Фейсиоси. Некоторые из существ племени Лиса подняли обе руки вверх, чтобы выпустить бесчисленные полосы лазурного света, в то время как другие открыли рты, чтобы выпустить всплески вязкой лазурной ци, которые превратились в веревки, понесшиеся к 4 дьявольским существам. Несмотря на то, что эти существа племени Лиса не использовали никаких особых искусств совершенствования, они уже много раз сражались вместе, поэтому их атаки и командная работа были совершенно безупречными. 4 дьявольских существа стадии пространственной закалки мгновенно образовали круг, встав спиной друг к другу, а затем каждый вытянул ладонь вперед. Казалось, они не прилагали особых усилий при ударах ладонями, но яростные малиновые ударные волны мгновенно прокатились во всех направлениях. Черные руны можно было увидеть среди малиновых ударных волн, а запах как свежей, так и запекшейся крови внезапно стал намного более резким. Как только лазурные полосы света и лазурная ци соприкоснулись с малиновыми ударными волнами, они были немедленно обездвижены, а затем быстро растаяли со скоростью, заметной невооруженным глазом. Выражения лиц окружающих существ племени Лиса резко изменились, когда они увидели это, и вместо этого они быстро переключились на использование всех типов летающих мечей и сокровищ. Перед лицом приближающихся сокровищ 4 дьявольских существа вытянули вперед свои ладони, словно молния, и черные руны в малиновых ударных волнах мгновенно начали резко увеличиваться в размерах. Раздалась череда оглушительных грохотов, и все сокровища отлетели, как будто они ударились о гигантскую гору. 4 дьявольских существа холодно хмыкнули, когда малиновые ударные волны продолжали распространяться наружу, в то время как черные руны превратились в черные вихри разных размеров, нацеленные одновременно на всех окружающих существ племени Лиса. «Берегитесь! Не отвечайте на эти атаки в лоб!» — закричала Фейсиоси. Выражение ее лица резко изменилось, и в то же время она сделала хватательное движение, чтобы вызвать полупрозрачный кинжал, прежде чем без каких-либо колебаний нанести ему удар вниз. Полоса белого света длиной более 1000 футов была выпущена кинжалом, а затем ударила вниз по направлению к малиновым ударным волнам. Даже несмотря на то, что эти существа из племени Лиса не были ее братьями, для нее было бы нехорошо, если бы они все погибли, находясь под ее командованием. Услышав слова предупреждения Фейсиоси, существа племени Лиса немедленно встревоженно отступили. Однако двое из них слишком медленно среагировали и были подхвачены малиновыми ударными волнами, после чего их защитные сокровища и духовный свет были мгновенно уничтожены, а их тела взорвались среди двух воплей боли, прежде чем быть поглощенными малиновыми ударными волнами в виде энергии. Лица остальных существ племени Лиса побледнели, увидев это. К счастью, в этот момент обрушилась массивная полоса света, и малиновые ударные волны разделились посередине, лишив их возможности атаковать дальше. Оставшиеся существа племени Лиса поспешно бежали к краям пятицветного света с испуганными выражениями на лицах. Дьявольское искусство безграничной крови, выпущенное 4 дьявольскими существами, было гораздо более мощным, чем они могли себе представить. Похоже, ты планируешь вмешаться. Ты должна была сделать это с самого начала. Но даже в этом случае результат все равно будет тем же. Ты будешь поглощена нами как энергия, как и все остальные. Одно из дьявольских существ радостно засмеялось, в то время как все они в унисон сложили ручные печати. Внезапно из их спин вырвался пронзительный малиновый свет, мгновенно затопивший все их тело. Увидев это, Фейсиоси немедленно отправила свой маленький кинжал в воздух, и в то же время она взмахнула обоими рукавами в воздухе, чтобы выпустить 2 шара малинового света. Полупрозрачный кинжал мгновенно выпустил бесчисленные дуги молний, которые образовали гигантский белый клинок размером более 100 футов, который затем с разрушительной силой рухнул на малиновый свет, посылая рядом с собой бесчисленные лезвия ветра и молнии. Тем временем 2 шара малинового света превратились в пару монстров с обезьяньими головами и волчьими телами. У них обоих на спинах было по паре зеленых крыльев летучей мыши, а их тела были красными, как кровь. Их рты были наполнены острыми клыками, и у каждого из них был змееподобный раздвоенный язык. Безжалостный и хитрый взгляд их красных демонических глаз свидетельствовал о том, что они обладали высоким уровнем интеллекта, а острые когти внезапно выскочили с кончиков их пальцев, когда они пикировали под свирепый рев. Из темно-красного света внизу внезапно появился мохнатый кулак, ударив гигантский клинок и отправив его назад, в то время как сам кулак остался совершенно невредимым. В то же время вверх понеслись всплески громоподобных малиновых звуковых волн, заставившие пару приближающихся монстров значительно замедлиться при спуске. Тем временем еще один гигантский малиновый кулак появился в стороне среди всплеска пространственных колебаний, а затем хлестнул, как молния, отправив пару монстров в полет жестоким ударом. 2 монстра пролетели в воздухе более 100 футов, и большая часть их тел была разрушена. Что касается 2 гигантских багровых кулаков, то они просто исчезли, как будто никогда и не появлялись.
Увидев это, Фэй Сиоси резко вздохнула и тут же убрала гигантский клинок, который снова превратился в маленький кинжал и полетел обратно к ней. В то же время она указала пальцем на пару монстров, и их сильно поврежденные тела мгновенно полностью регенерировали. Пара монстров зарычала на малиновый свет внизу, но не осмелилась снова пикировать вниз. В следующее мгновение малиновый свет внезапно раскололся, как кусок фарфора, обнажая гиганта с малиновой шерстью ростом более 100 футов. У великана была пара зеленых глаз, и когда он сжал руки в кулаки, из его тела мгновенно раздалась череда громких тресков и хлопков. В то же время он выпустил ауру, которая была не менее устрашающей, чем у существа поздней стадии интеграции тела. В то же время вокруг его тела появилась полоса густого малинового света, сделав невозможным приближение к гиганту. Выражение лица Фэй Сиоси значительно потемнело, когда она увидела это, и она поняла, что столкнулась с действительно могущественным врагом. Она немедленно дала указание окружающим существам племени леса, прежде чем перевернуть руку, чтобы создать зеленый флаг формации, который она пронесла по воздуху к малиновому гиганту. Пятицветный свет вокруг мгновенно начал расти, когда всплески невидимых ограничительных колебаний заполнили все пространства. Существа племени лиса были немедленно вынуждены рухнуть вниз, как будто их потянул вниз взрыв силы, но все они спокойно произнесли заклинание, и над их телами вспыхнул зеленый свет, после чего все сразу вернулось в норму. Напротив, малиновый гигант лишь слегка покачнулся, прежде чем стабилизироваться в воздухе. Однако ограничение, активированное Фэй Сиоси, явно привело его в ярость, и он издал яростный рев, прежде чем ударить одним из своих массивных кулаков. Всплеск малиновых ударных волн, который был в несколько раз более вязким, чем предыдущие, вырвался вперед, прежде чем превратиться в малинового змея, который бросился прямо на Фэй Сиоси. В то же время полоса малинового света, вращающаяся вокруг тела гиганта, выпустила кольца малинового тумана, которые устремились к окружающим существам племени леса. Фэй Сиоси с холодным выражением лица резко взмахнула крыльями, на которых появились бесчисленные золотые и серебряные руны, прежде чем превратиться в маленькие золотые и серебряные мечи, которые посыпались сверху. Сразу после этого она открыла рот, чтобы выпустить шар белого света, внутри которого находилась небольшая пагода, которая быстро раздулась до нескольких сотен футов в высоту, прежде чем рухнуть с поразительной мощью. Два монстра с обезьяньими головами также испустили протяжный вой, прежде чем превратиться в пару шаров малинового света, которые спустились сверху, один слева и один справа. В то же время все окружающие существа племени леса отступили в пятицветный свет, используя ограничения, чтобы отразить малиновые ударные волны, одновременно высвобождая сокровища для нападения на малинового гиганта. Внезапно Хань Ли исчез на месте в пятицветном свете. В следующее мгновение он снова появился в огромном сером пространстве, и выражение его лица слегка изменилось, когда он осмотрел свое окружение. Даос Се парил в воздухе впереди, а рядом в воздухе висели пара полностью обугленных черных тел. Земля внизу была сильно разрушена, что ясно указывало на то, что только что произошла жестокая битва. Действительно невероятно, что ты смог так быстро позаботиться об этих двух дьявольских лордах, брат Се. Похвалил Хань Ли со слабой улыбкой. Эти двое решили использовать против меня молнию, поэтому, естественно, они не могли продержаться долго, бесстрастно ответил Даос Се. Хорошо, теперь, когда с тремя дьявольскими лордами позаботились, давайте протянем руку помощи товарищу Даосу Фэй. Эти 4 дьявольских существа стадии пространственной закалки — необычные существа, сказал Хань Ли. Глава 2167. Битва племени леса. Часть 6. «Решать тебе», — ответил Даос Се совершенно равнодушно. Хань Ли кивнул, прежде чем указать пальцем на пару дьявольских тел, выпустив 2 малиновых огненных шара, которые быстро испепелили тело дотла. В то же время он сделал хватательное движение другой рукой, чтобы вызвать зеленую пластину формирования. Как раз в тот момент, когда Хань Ли собирался использовать пластину формирования, чтобы телепортировать себя и Даоса Се из этого пространства, наверху внезапно раздался сокрушительный грохот, и все пространство начало сильно трястись, как будто вот-вот рухнет. Хань Ли был очень поражен этим и не осмелился больше медлить, поскольку он немедленно бросил вперед свою боевую пластину, которая образовала легкую формацию среди вспышки белого света. Сразу после этого он прибыл в центр строя, сопровождаемый Даосом Се. Хань Ли наложил заклинательную печать, и световая формация испустила вспышку пронзительного белого света вместе с громким жужжанием, после чего он и Даос Се мгновенно исчезли. В следующее мгновение в окружающем пространстве появились бесчисленные белые разломы, и оно действительно рухнуло под череду громких тресков. В воздухе над невзрачной горой вспыхнули пространственные колебания, и появилось образование белого света, в котором находились Хань Ли и Даос Се. Выражение лица Хань Ли было мрачным, а выражение лица Даоса Се было таким же нейтральным, как и всегда. Что случилось? Почему ограничение вдруг не сработало? Спросил Хань Ли мрачным голосом, когда световая формация снова превратилась в зеленую пластину формации и вернулась в его руку.
Плохие новости, брат Хань. Святое дерево сообщает мне, что ядро третьей формации было уничтожено, а это означает, что мы больше не сможем использовать некоторые ограничения в этой формации, и сила других ограничений также будет быть ослаблена, ответил из боевой плиты серьезный голос Цао Цзи. Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он услышал это, и он поспешно спросил. Ядро формации уже уничтожено. Как это возможно? Как дьявольские существа нашли его так быстро? Даже если им удалось его найти, как они смогли это уничтожить его так быстро, пока его охраняют другие товарищи Даоса стадии интеграции тела? Подождите, я только что получил сообщение от павшего товарища Даоса из ядра третьей формации, отправленное перед его смертью. Это плохо. 6 клонов священных предков прибыли вместе, чтобы убить всех товарищей Даосов и уничтожить наше сопротивление. Похоже, что кто-то из дьявольской армии тоже очень хорошо разбирается в построении, и эти клоны священных предков смогли сразу же выследить ядро третьего формирования, ответил Цао Цзи яростным голосом. Если в дьявольской армии есть кто-то, кто очень хорошо разбирается в построении, то наше ядро формирования и первое ядро формирования, скорее всего, вскоре также будут атакованы клонами священных предков. Защитные ограничения формирования будут эффективны против обычных дьявольских лорды, но они не смогут надолго остановить клонов священных предков. Уважаемый Даос Цао, не беспокойтесь о сохранении энергии формации и расширите сенсорный диапазон ограничения вдвое. Сообщите мне, как только что-то обнаружите. Я быстро позабочусь о наших противниках здесь, чтобы мы могли противостоять приближающимся врагам, приказал Хань Ли неумолимым голосом. Хорошо, я сделаю все возможное, брат Хань. Согласился Цао Цзи сквозь стиснутые зубы после недолгого колебания. После этого свет от плиты формирования померк, и Хань Ли на мгновение замолчал, прежде чем внезапно усмехнуться. Хе-хе, похоже, эта миссия будет не такой простой, как казалось на первый взгляд. Братья, пойдем и позаботимся в первую очередь о текущем наборе врагов. Затем Хань Ли указал пальцем на формирующую плиту, и в воздухе вокруг них мгновенно начали возникать пространственные колебания. Мимо пронеслась вспышка пятицветного света, и он и Даос Се мгновенно исчезли на месте. В другом месте пятицветного света Фэй Сиоси уже сделала все возможное и противостояла дюжине или около того малиновых змей с помощью нескольких разноцветных шаров света. Все эти багровые змеи обладали яркой малиновой ци, содержащей безграничную эссенцию крови, циркулирующей вокруг их тел, и они были чрезвычайно свирепыми и злобными. К этому моменту количество существ племени Лиса, спрятанных в пределах ограничения света, сократилось до 9, но они все еще использовали свои сокровища, чтобы изо всех сил атаковать гиганта с красной шерстью. Однако все эти атаки были легко отражены вращающимися полосами малинового света, которые в ответ выпускали малиновые ударные волны, отбрасывая сокровища и заставляя защитные ограничения вокруг существ племени Лиса опасно колебаться. Все павшие существа племени Лиса явно были убиты малиновыми ударными волнами, которым удалось рассеять пятицветный свет, и к этому моменту 2 обезьяньеголовых монстра уже превратились примерно в дюжину проекций, которые выпустили бесчисленные проекции когтей к мохнатому великану, но они не осмелились подойти к нему слишком близко. Несмотря на то, что Фэй Сиоси едва удавалось сдерживать атаки гиганта, она была вынуждена только отступать. Что касается гиганта, то он размахивал своими огромными руками в воздухе, черные руны волновались вокруг его тела, а малиновые змеи, которыми он управлял, постепенно становились все толще и крупнее. Фэй Сиоси все еще могла сохранять спокойное выражение лица, но внутренне она начинала сильно беспокоиться. Она думала, что с ее базовым преимуществом совершенствования и дюжиной или около того существ в стадии пространственной закалки, помогающих ей, она сможет превзойти особый метод совершенствования своих врагов, но она быстро обнаружила, что допустила серьезную ошибку. Дьявольские искусства бесконечной крови были чрезвычайно могущественны, а созданные им багровые змеи были не менее могущественны, чем настоящие змеи. Фэй Сиоси использовала мощные способности, чтобы убить нескольких из этих змей, но их легко заменил взмах руки мехового гиганта. Если бы она нацелилась на гиганта, а не на этих змей, то ее атакам просто помешали бы полосы малинового света, поэтому в этих обстоятельствах Фэй Сиоси могла полагаться только на силу формации, чтобы медленно измотать гиганта, но ее ситуация постепенно ухудшалась. Как раз в тот момент, когда она собиралась обратиться за помощью к Цао Цзи, рядом с ней внезапно раздался грохот, и во вспышке пятицветного света появились 2 гуманоидные фигуры. Это были никто иной, как Хань Ли и Даос Се. Фэй Сиоси была ошеломлена их видом. Интересно. Как я и подозревал, эти 4 дьявольских существа стадии пространственной закалки проявляются одним и тем же существом. Подумать только, что они способны заставить вас отступить. Дьявольские искусства, которые они развивают, должны быть весьма необычными, сказал Хань Ли с оттенком удивления и интриги в глазах. Брат Хань, почему ты здесь? Может быть, ты уже позаботился о своих противниках? Спросила Фэй Сиоси со сложным выражением лица. Действительно, другие враги уже уничтожены.
«Позволь мне помочь тебе здесь», — ответил Хань Ли, кивнув, и, прежде чем Фэй Сиоси успела сказать что-нибудь дальше, он наложил ручную печать и мгновенно превратился в гиганта. Это была золотая обезьяна ростом более 1000 футов во вспышке яркого золотого света. Как только гигантская обезьяна появилась, она сделала хватательное движение обеими руками, и два световых шара, черный и лазурный, возникли в его ладонях и превратились в пару небольших гор. Раздался громовой рев, когда руки Хань Ли расширились еще больше, а затем он злобно швырнул свою пару гор в гиганта с малиновым мехом. Резкий визг пронзил небеса, и пара гор расплылась, прежде чем превратиться в пару световых шаров, которые исчезли во вспышке. Гигант с малиновой шерстью сильно запаниковал при виде Хань Ли и Дао Сэсе и уже начал думать о том, как сбежать. Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, Хань Ли уже начал свою атаку, и гигант немедленно попытался вырваться из битвы с Фэй Сиоси, но было уже слишком поздно. Багровый свет яростно вспыхнул из тела гиганта, и внезапно раздался оглушительный грохот, когда пара высоких гор вновь возникла из воздуха и рухнула прямо на него. На лице гиганта тут же появилось выражение тревоги и ярости, и он не успел призвать к себе своих багровых змей, поэтому ему оставалось лишь превратить полосу малинового света вокруг себя в массивный малиновый щит толщиной в несколько десятков футов высотой и около фута толщиной. Пара оглушительных грохотов прозвучала почти в унисон, а малиновый щит был чрезвычайно мощным, но пара огромных гор, брошенных с необычайной силой гигантской горной обезьяны, была слишком подавляющей, чтобы он мог ей противостоять. Первая крайняя гора лишь слегка дрогнула, ударившись о малиновый щит, но на щите мгновенно появилось бесчисленное множество тонких трещин. К тому моменту, когда вторая крайняя гора врезалась в первую, малиновый щит был мгновенно разрушен, не имея возможности оказать дальнейшее сопротивление. Таким образом, две крайние горы устремились прямо к гиганту с малиновым мехом, лицо которого значительно побледнело, когда он издал громовой рев. Внезапно черные руны, окружающие его руки, внезапно превратились в пару черных перчаток, и он злобно бросился на приближающуюся пару крайних гор. В то же время его тело резко увеличилось в размерах, а аура увеличилась почти вдвое, когда из его меха в унисон вырвались бесчисленные малиновые нити. Было ясно, что он применил секретную технику, которая раскрыла свой скрытый потенциал в результате последнего броска игральных костей. Глава 2168. Битва племени Лиса. Часть 7. Раздалась пара глухих ударов, и в тот момент, когда кулаки гиганта с малиновой шерстью ударились о крайние горы, они мгновенно взорвались двумя облаками кровавого тумана. Все тело гиганта сильно содрогнулось, когда его непроизвольно отбросило назад от силы удара, но пара крайних гор мгновенно появилась по обе стороны от гиганта, прежде чем безжалостно сблизиться к середине. Раздался мощный грохот, когда две крайние горы столкнулись друг с другом, и раздался душераздирающий вой, прежде чем он был мгновенно отрезан. Внезапно из кровавого тумана между парой крайних гор резко вырвались 4 световых шара, а затем отчаянно разлетелись в разные стороны. Это были никто иные, как зарождающиеся души 4 дьявольских существ в стадии пространственной закалки. Слишком поздно пытаться уйти. Хань Ли холодно хмыкнул, выставив гигантскую мохнатую ладонь вдаль, и пространство в радиусе примерно полукилометра вокруг пары крайних гор сильно исказилось от силы его ладони. 4 зарождающиеся души даже не успели вскрикнуть, как распались на точки духовного света, и на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, когда он быстро вернулся в свою человеческую форму. Окружающие существа племени Лиса были совершенно ошеломлены тем, что они только что увидели, и реакция Фэй Сиоси не сильно отличалась. Могущественный враг, который был на грани победы и сокрушения своих противников, был убит Хань Ли в мгновение ока. И это было просто невероятно для такой гордой женщины, как Фэй Сиоси. Однако, как только она заставила себя улыбнуться и собиралась что-то сказать, из рукава Хань Ли внезапно раздалось жужжание. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он немедленно выпустил из рукава шар зеленого света, который приземлился ему в руку и оказался формационной пластиной. Он несколько раз быстро указал пальцем на строй, после чего его сразу же поприветствовал панический голос Цао Цзи. «Плохие новости, брат Хань. Поблизости обнаружены 5 дьявольских существ, предположительно являющихся клонами священных предков, и они быстро приближаются к ядру нашей формации. Я уже активировал все ограничения, чтобы замедлить их, но боюсь, это не задержит их надолго. Ты уже позаботился о нынешнем наборе врагов?» Фэй Сиоси и другие существа племени Лиса были очень встревожены, услышав это. Выражение лица Хань Ли также слегка потемнело, когда он спросил мрачным голосом. «Будьте уверены, я уже позаботился о дьявольских существах здесь. Можете ли вы подтвердить, что приближающиеся дьявольские существа — это клоны священных предков, а не просто обычные дьявольские лорды?» Приятно слышать. Судя по силам, проявленным 5 дьявольскими существами, все они должны находиться на поздней стадии интеграции тела. Кроме клонов священных предков, не может быть такого большого скопления таких могущественных дьявольских существ.
Эта группа должна отличаться от тех, что атаковали третье ядро формации. Очень похоже, что дьявольская армия действительно задействовала всех этих клонов, чтобы атаковать наши 3 ядра формации. Сможете ли вы остановить их и выиграть мне немного времени, брат Хани? Спросил Цао Цзи настойчивым, но обнадеживающим голосом. У тебя есть что-нибудь в рукаве, уважаемый Даос Цао? Спросил Ханли, слегка сузив глаза. Если вы сможете задержать этих клонов священных предков на час, я смогу поглотить достаточно энергии из формации, чтобы использовать секретную технику, которая позволит мне объединиться как единое целое с резервным деревом и снять мощное ограничение, затем поставить временное и поймать в ловушку этих клонов священных предков, поспешно ответил Цао Цзи. Если такое было возможно, то как третье ядро формации было уничтожено так быстро? Спросил Хань Ли с оттенком удивления в голосе. Клоны священных предков прибыли слишком быстро, чтобы товарищи даосы из третьего ядра формирования могли использовать эту секретную технику, поэтому они были подавлены, прежде чем смогли что-либо сделать, ответил Цао Цзи с кривой улыбкой. Понятно. Мы с братом Се сделаем все возможное, чтобы сдержать клонов священных предков в течение часа. Телепортируемся в область рядом с ними, ответил Хань Ли со слабой улыбкой. Услышав это, Цао Цзи сильно воодушевился и явно был очень уверен в этом ограничении. Хорошо, если ты сможешь выиграть мне столько времени, то я точно смогу защитить эту формацию. Фея-фей, я уверен, что вы слышали послание уважаемого Даоса Цао. Возвращайтесь, чтобы защитить ядро формации, а клонов священных предков оставьте брату Се и мне. Вы все тоже можете вернуться с ней, сказал Ханли. Фэй Сиоси и существа племени Лиса дружно кивнули, когда он убирал свою пластину формирования. Фэй Сиоси только что немного оправилась от своего изумления, и выражение ее лица несколько раз изменилось, прежде чем она вздохнула. «Хорошо, я оставлю все тебе и вернусь, чтобы защитить брата Цао». Прежде чем Хань Ли успел сказать что-нибудь в ответ, она немедленно наложила ручную печать и улетела полосой света, сопровождаемая существами племени Лиса, которые сопровождали ее. Хань Ли со спокойным выражением лица смотрел на их быстро удаляющиеся фигуры, но вскоре на его лице появилась холодная улыбка. 5 клонов священных предков, а? Это будет довольно много. Я уверен, что другие клоны священных предков тоже скоро прибудут сюда. Пойдем, брат Се, если мы сможем убить всех этих клонов священных предков, тогда, я уверен, что моральный дух дьявольской армии будет серьезно подорван. Как только его голос затих, Хань Ли махнул рукой в сторону Даоса Се, который мгновенно исчез на месте, прежде чем оказаться рядом с Хань Ли. В следующее мгновение вокруг них вспыхнули пространственные колебания, и бесчисленные точки света сошлись, образовав красочное образование под дуэтом. Хань Ли стоял в центре формации и небрежно бросил заклинательную печать к краю, после чего их обоих озарила вспышка света, и они мгновенно исчезли. Вскоре после их ухода разноцветное световое образование также распалось с глухим грохотом. Высоко в воздухе, на расстоянии около 100 километров, 5 высококлассных дьявольских существ в разных одеждах только что разрушили ограничение, состоящее из моря огня, и они уже собирались двинуться дальше, когда внезапно перед ними появились Хань Ли и Даос Се. Они появились среди всплеска пространственных колебаний. 5 дьявольских существ слегка дрогнули, прежде чем на их лицах появились холодные улыбки, но они не напали сразу, решив вместо этого осмотреть дуэт Хань Ли с заинтригованными выражениями. Хань Ли также бесстрастно оценил 5 дьявольских существ и обнаружил, что среди них 3 мужчин и 2 женщины. Одним из мужчин был морщинистый пожилой мужчина в зеленой мантии с парой удивительно длинных глаз, сверкавших холодным светом. 2 других были крепкими мужчинами в доспехах с отвратительными чертами лица, излучавшими свирепую зловещую ауру. Что касается 2 женщин, то обе они были чрезвычайно красивы. Одна из них была довольно миниатюрной и излучала неописуемое чувство привлекательности, в то время как другая была довольно высокой и стройной, с холодным выражением лица и парой крыльев с черными перьями на спине. 2 существа поздней стадии интеграции тела, а? Кто о них позаботится? Пожилой мужчина в зеленом халате первым нарушил молчание. Время имеет существенное значение. С каждым мгновением сотни наших братьев гибнут, так что оставьте этих 2 мне и идите вперед, ответил здоровенный мужчина в золотых доспехах с парой рогов на голове, прежде чем внезапно сделать хватательное движение, после которого в его руке появился гигантский черный топор длиной в несколько десятков футов. Хорошо, с твоими силами ты сможешь без проблем позаботиться об этих 2. Давайте продолжим, ответил пожилой мужчина с небрежным кивком, а затем исчез, как легкий ветерок. У другого человека в броне был дополнительный глаз на его лбу. Он яростно топнул ногой по земле и растворился в воздухе, как мощная вспышка молнии, в то время как 2 дьявольские женщины обменялись улыбающимися взглядами, прежде чем тоже приготовиться уйти. Почти в тот же момент здоровенный мужчина с топором резко поднял свой гигантский топор и злобно замахнулся им в сторону Хань Ли и Даоса Се. Чернильно-черная проекция клинка длиной в несколько сотен футов была мгновенно выпущена и помчалась прямо к дуэту Хань Ли, как молния,
оставляя за собой след из белых пространственных трещин. Глава 2169. Битва племени Лиса. Часть 8. Никто из вас не уйдет. Холодный свет вспыхнул в безжалостных глазах Ханли, когда он сделал ручную печать, и позади него во вспышке яркого золотого света появилась гигантская проекция с 3 головами и 6 руками. Проекция открыла свои 6 глаз, и в каждой из ее рук появился массивный золотой меч, который тут же в унисон рассек воздух. 6 проекций золотых мечей мгновенно метнулись вперед, а затем внезапно исчезли в воздухе в мгновение ика. В этот момент также прибыла проекция черного топора, и в ответ Даос Се небрежно шагнул вперед, встав перед Ханли, прежде чем поднять палец и небрежно указать им на приближающуюся проекцию топора. Пятнышко золотого света внезапно появилось на кончике пальца Даоса Се, а затем мгновенно превратилось в золотой шар света диаметром около 10 футов. Проекция черного топора совершенно бесшумно ударила по шару света, но в следующее мгновение шар света несколько раз яростно вспыхнул, прежде чем самосдетонировать, высвободив всплески золотых ударных волн, которые в ответ понеслись к проекции топора. Золотой и черный свет переплелись, и проекция черного топора не смогла продвинуться дальше. На лице человека в золотых доспехах появилось выражение удивления, в то время как серия шаров золотого света вспыхнула из воздуха вокруг Хань-Ли, а затем разлетелась во всех направлениях в виде бесчисленных тонких проекций меча. Пространственные колебания вспыхнули внутри этих проекций меча, и пара гуманоидных фигур была вынуждена проявить себя. У одного из них порывы яростного ветра вращались вокруг его тела, сметая приближающиеся проекции меча, в то время как другой был окружен дугами молний, которые с легкостью уничтожали все ближайшие проекции меча. Эти двое были никем иным, как пожилым мужчиной в зеленой мантии и трехглазым человеком в доспехах. Они оба были явно очень удивлены тем, что их вытащили из воздуха, и сразу же повернулись к Ханли со злобным выражением лица. Две дьявольские женщины тоже были ошеломлены этим и обменялись удивленными взглядами. У тебя есть характер. Ты действительно думаешь, что вы двое сможете сразиться со всеми нами 5? Вы обманули себя, думая, что вы оба существа стадии Великого Вознесения. У вас есть желание смерти. Холодно хмыкнул пожилой мужчина в зеленой мантии. Я не практик стадии Великого Вознесения, но и вы не настоящие священные предки, так чего мне бояться? Хань Ли ответил со спокойной улыбкой. Какой у тебя большой рот. Уважаемые даосы, похоже, нам придется позаботиться о нем, прежде чем мы сможем продолжить путь. Давайте убьем его вместе, а затем продолжим путь, сказал пожилой мужчина, когда его глаза вспыхнули холодным светом. Несмотря на то, что он не знал, почему Хань Ли был так уверен в себе, намек на опасность внезапно вспыхнул в его сердце, и он знал, что не может относиться к Хань Ли легкомысленно. Не суйте свой нос в эту битву. Эти двое мои противники. Или вы действительно думаете, что я не смогу позаботиться о паре существ на стадии интеграции тела? Взревел человек в золотых доспехах с яростным выражением лица. 4 его товарищей уже собирались начать действовать, но не могли ни слегка запнуться, услышав это. «Брат Ню, ты забыл полученные нами приказы? Исход этой битвы зависит от нашего успеха. Сейчас не время тебе закатывать истерику. Если мы проиграем эту битву из-за тебя, то тебе придется ответить нашим хозяевам». Пригрозил пожилой мужчина холодным голосом, и выражение его лица слегка потемнело. Человек в золотых доспехах вздрогнул, услышав это, прежде чем быстро заставить себя улыбнуться. Ахаха, прости меня за то, что я так взволнован, братше. Я прекрасно понимаю, насколько важна наша миссия. Лучше всего убить их как можно быстрее. Хань Ли потерял дар речи при виде того, как быстро изменилось отношение человека в золотых доспехах, но пожилой мужчина совершенно не удивился, увидев это. Вместо этого он дал совершенно невыразительную инструкцию, и 5 дьявольских существ мгновенно окружили дуэт Хань Ли. 5 из них, казалось, двигались медленно, но все они подготовили огромное количество магической силы и больше не скрывали своих устрашающих аур. Значит, они действительно все клоны священных предков. «Брат Се, со сколькими из них ты сможешь справиться?» — спросил Хань Ли, слегка сузив глаза. «Я могу убить 2 или поймать 3, небрежно ответил Даос Се, как будто он просто говорил о погоде. «Хорошо, тогда я оставлю 3 тебе и возьму на себя оставшиеся 2, без колебаний ответил Хань Ли. «Нет проблем», — ответил Даос Се. «Хе-хе, вы двое определенно смеете говорить так громко и так нагло. Получите это». Человек в золотых доспехах пришел в ярость, услышав сказанное, и позади него мгновенно появился горная проекция коровьей головы среди вспышки черного света, после чего он поднял свой массивный черный топор, прежде чем снова злобно замахнуться им на Хань Ли.
Эта атака отличалась от предыдущей тем, что в этом случае были выпущены тысячи проекций топоров, вокруг которых вращалась черная дьявольская ци и которые были направлены прямо на дуэт Хань Ли. Действия человека в золотых доспехах, казалось, разожгли жажду убийства в сердцах других дьявольских существ, и они все атаковали одновременно. На лице пожилого мужчины появилось свирепое выражение, когда он взмахнул рукавами в воздухе, выпустив две стаи ярко-красных ядовитых шершней, каждый из которых был размером с палец. Все эти шершни источали резкий запах и быстро полетели к Хань Ли и До Сусе, как только их выпустили. Тем временем трехглазое дьявольское существо запечатало руку, и третий глаз на его лбу распахнулся, обнажая красный, желтый и зеленый свет, кружащийся в его зрачках, прежде чем высвободились три ослепительных столба света. Столбы света беззвучно, в мгновение ока, достигли Дао Сосе, и в то же время миниатюрная дьявольская женщина потерла руки, прежде чем поднять их в унисон, выпуская бесчисленные розовые нити света, которые сходились, образуя массивную розовую сеть, прежде чем спускающиеся сверху. Сеть сопровождала слабый аромат, и, вдыхая этот аромат, даже Хань Ли почувствовал легкое головокружение, что его весьма встревожило. Что касается последней крылатой дьявольской женщины, она мягко взмахнула крыльями, и позади нее среди всплеска ледяной ци появились точки черного света. Женщина холодно хмыкнула, когда точки черного света вырвались наружу, превратившись в полете в черные ледяные шипы, занимающие своим огромным количеством почти половину всего неба. Перед лицом этой череды атак позади Хань Ли раздался громкий раскат грома, и на его спине во вспышке молнии появилась пара полупрозрачных крыльев. Затем он издал тихий крик, резко взмахнул крыльями и мгновенно исчез на месте под громкий раскат грома. Таким образом, Дао Се был единственным, кто остался в центре всех атак, но он просто проигнорировал приближающийся обстрел, сделав шаг вперед. Золотой свет вспыхнул из его тела, после чего вокруг него появился плотный золотой световой барьер, который сразу же был залит столбами света, проекциями топоров, ледяными шипами и розовой сетью нитей. Громкие грохоты раздавались безжалостно, ослепительные огни переплетались, окружающее пространство яростно деформировалось, когда во всех направлениях прокатывались удивительные ударные волны. Два стаи красных шершней не осмелились приблизиться к эпицентру столкновений и могли лишь издалека выпускать полосы малинового света, еще больше способствуя нападению. Однако золотой световой барьер казался неприступной крепостью, и он ни в малейшей степени не дрогнул перед лицом свирепых атак, обрушившихся на него. Тем временем Дао Се стоял совершенно неподвижно внутри золотого светового барьера, приняв пассивную позицию, не выказывая никакого намерения нанести ответный удар. 5 дьявольских существ были ошеломлены, увидев это, и их лица значительно потемнели. Прямо в этот момент над головой вспыхнула дуга серебряного света вместе со вспышкой пространственных колебаний, и Хань Ли появился под громкий раскат грома. Он опустил взгляд вниз, и на его лице появилась холодная улыбка, когда он сделал ручную печать, чтобы снова вызвать свою проекцию происхождения истинного дьявола. Как только гигантская проекция появилась, она одновременно опустила 6 ладоней вниз, и на ладонях каждой из ее рук появился шар золотого света, состоящий из бесчисленных золотых рун. Увидев это, на лице крылатой дьявольской женщины появилось холодное выражение, и она в унисон злобно взмахнула крыльями вверх. Две полосы длиной более сотни футов мгновенно появились и понеслись к Хань Ли, и в то же время пожилой мужчина поднял тонкую и сморщенную ладонь вверх. Ладонь высунулась из его рукава, вокруг нее непрерывно вспыхивал фиолетовый свет, и массивная проекция фиолетового когтя размером около акра мгновенно появился под Хань Ли, прежде чем схватить его со свирепой силой. Эти клоны священных предков действительно были гораздо более могущественными, чем обычные дьявольские лорды, и разрушительные атаки были направлены на Хань Ли, как только он вышел из своей молниеносной телепортации. Остальные 3 дьявольских клона не нападали на него, но это было не потому, что они не заметили его присутствия. Они просто придерживались мнения, что пожилого мужчины и крылатой женщины будет достаточно, чтобы позаботиться о Хань Ли. Хань Ли был в восторге, увидев это, и он немедленно в безумии вложил свою духовную силу в свою проекцию происхождения истинного дьявола. Из проекции тут же вырвался яркий золотой свет, и световые шары в его руках резко увеличились в размерах, прежде чем синхронно броситься вниз. Глава 2170. Битва племени Лиса. Часть 9. 6 золотых шаров света быстро объединились в один в воздухе, а затем превратились в гигантский золотой вихрь. Первоначально размер вихря составлял всего несколько десятков футов, но по мере быстрого вращения он резко увеличился в размерах, раздуваясь и охватывая около акра. Бесчисленные золотые и серебряные руны вырвались из вихря вместе со вспышкой огромной силы, и как только 2 полосы черного света соприкоснулись с вихрем, они были втянуты в него взрывом огромной силы всасывания, прежде чем были уничтожены. Гигантская проекция фиолетового когтя также дрогнула перед лицом препятствия, созданного бесчисленными золотыми и серебряными рунами, и за эту долю секунды золотой вихрь снова увеличился почти вдвое от своего первоначального размера. Воздух вокруг проекции гигантского когтя мгновенно сжался, и казалось, что на него обрушилась огромная гора.
проекция когтя начал сильно дрожать перед лицом этой удивительной силы и, казалось, был на грани разрушения. В то же время 5 дьявольских существ внизу также почувствовали, как воздух вокруг них сжался, поскольку они были обездвижены взрывом невидимой силы. 5 дьявольских существ сначала запнулись, почувствовав это, а затем сразу же вспыхнули яростью. Мгновенно раздались крики ярости, когда все виды света и дьявольской ци вырвались из тел 5 дьявольских существ, чтобы вырваться из ограничивающей силы, но как только они собирались вырваться на свободу, на лице Хань Ли появилась своеобразная улыбка. В то же время он наложил ручную печать, прежде чем резко взмахнуть крыльями, и раздался удивительный раскат грома, когда бесчисленные дуги серебряных молний вырвались из его крыльев в безумии, а затем сошлись, образовав пару массивных шаров молний. Затем Хань Ли указал пальцем вниз на пожилого мужчину в зеленой одежде и крылатую женщину, и 2 шара молнии мгновенно исчезли с оглушительным грохотом. В следующее мгновение раздался громкий раскат грома, когда 2 шара молнии появились прямо перед пожилым мужчиной и крылатой женщиной, и бесчисленные дуги серебряных молний вырвались вперед, образовав пару молниеносных образований. Пожилой мужчина и крылатая женщина располагались в центре одного из образований. Это телепортационные образования. Хрипло вскричал пожилой мужчина. Его выражение лица резко изменилось, когда он увидел это. Из его тела вырвался взрыв палящего фиолетового пламени, мгновенно сведя на нет ограничивающую силу, действующую на него. Сразу после этого его тело расплылось, когда он попытался избежать образования молнии, но именно в этот момент сверху раздался холодный хрип, и вспышка мучительной боли мгновенно пронзила голову пожилого человека. Несмотря на то, что он был намного сильнее, чем средний культиватор стадии интеграции тела, он все равно непроизвольно вскинул руки над головой, и его тело покачивалось, как будто он был на грани падения. Во время этой задержки в доли секунды молния активировалась, и пожилой мужчина исчез в ее вспышке. Крылатая женщина также была телепортирована прочь молнией под ее ногами, и на лице Хань Ли появилась улыбка, когда он снова взмахнул крыльями, выпуская бесчисленные дуги молний, образуя еще одну мерцающую серебряную молнию. После этого он вошел в строй и в мгновение Ика исчез, после чего золотой вихрь распался с глухим грохотом. Только тогда оставшиеся 3 дьявольских существа вырвались из-под сдерживающей силы, и все они выражали шок и ярость. Однако выражение лица миниатюрной женщины быстро немного смягчилось, когда она сказала: «Они не были телепортированы слишком далеко, и я чувствую, что они все еще в пределах 10 тысяч километров от нас. Если мы хотим воссоединиться с ними, мы должны быть способны сделать это очень быстро. Приятно это слышать. Хорошо, что вы можете напрямую общаться с другими нашими собратьями-даосами, используя свою секретную технику. В противном случае мы все были бы очень обеспокоены». Выражение лица человека в золотых доспехах также немного смягчилось, когда он услышал это. Трехглазый дьявольский человек явно тоже очень обрадовался, услышав это, но именно в этот момент поблизости внезапно раздался потрясающий взрыв. Золотой световой барьер, противостоявший шквалу атак, внезапно взорвался шаром золотого света. Бесчисленные полосы золотого света вырвались одновременно, уничтожая все ближайшие атаки, прежде чем в мгновение Ика пронзить рой красных шершней наверху. Бесчисленные шершни были мгновенно убиты полосами золотого света, и в живых осталось лишь чуть более сотни счастливчиков, которые сразу же в панике разбежались. В то же время ужасающая аура, вызывающая чувство удушья, вспыхнула в небесах, после чего в золотом свете появился горный золотой краб. Это святой краб из моря дьявольского происхождения. Это искусственная бессмертная марионетка, такая же могущественная, как священный предок. Что он здесь делает? Мужчина и миниатюрная женщина в золотых доспехах были ошеломлены видом истинной формы Даоса Се и немедленно начали отступать с выражениями ужаса, когда дьявольская ци вырвалась из их тел. Было ясно, что они готовятся бежать, как только гигантский золотой краб двинулся с места. Трехглазое дьявольское существо не выказывало намерения бежать, но он также был явно весьма удивлен. Однако затем в его 3 глазах мелькнула вспышка сияния, и на его лице появилось странное выражение. «Похоже, вы все видели меня в прошлом. Я упрощу для вас задачу. Если вы 3 подождите здесь, пока уважаемый Даос Хань не завершит свою битву с вашими товарищами, тогда я пока не буду нападать на вас. В противном случае я буду вынужден вмешаться», — сказал гигантский золотой краб. Лица миниатюрной женщины и мужчины в золотых доспехах побледнели, услышав это, и они немедленно отступили. Не нужно бояться, уважаемые даосы. Аура этого священного краба далеко не та, что была в море дьявольского происхождения, и в настоящее время он даже не находится на стадии Великого Вознесения. Похоже, что база совершенствования этой искусственной бессмертной марионетки по какой-то причине была сильно ослаблена, так что мы 3 должны быть в состоянии с этим справиться, кричало трехглазое дьявольское существо, резко похлопывая кожаную сумку, свисающую с его пояса. Всплеск радужного света вырвался из отверстия мешочка, после чего перед ним появились 3 полупрозрачных нефритоподобных скелета. Каждый из скелетов держал в одной руке белый костяной щит, а в другой костяной молот, и они были выстроены в ряд рядом друг с другом.
Все скелеты излучали ауры средней стадии интеграции тела. В глазах миниатюрной женщины появился намек на удивление, и она поспешно спросила. «Вы уверены, что с этим золотым крабом что-то не так?» Соратник Даос Мин развил в себе заветные глаза Тхурмы, поэтому я уверен, что его суждения надежны. Этот священный краб все равно не позволит нам сбежать, поэтому вместо того, чтобы смириться с тем, что нас разделят и завоюют, мы можем также объединить усилия, чтобы бросить ему вызов, сказал человек в золотых доспехах с оттенком убийственного намерения в глазах, крепче сжимая древко топора. До меня доходили слухи, что золотого краба украл человек. Но я не думал, что встречу его здесь. «Поскольку вы оба готовы этому противостоять, я тоже сделаю все возможное», сказала миниатюрная женщина после недолгого колебания. «Хорошо, даже если мы не сможем победить этого золотого краба, мы определенно сможем остановить его на данный момент. Как только наши товарищи даосы позаботятся об этом человеческом культиваторе, мы 5 сможем объединить усилия и уничтожить эту искусственную бессмертную марионетку», уверенным голосом произнес трехглазый дьявол. «Я, конечно, на это надеюсь», ответила миниатюрная женщина с кривой улыбкой. Женщина вспомнила, что человек-культиватор, который забрал золотого краба, казался довольно могущественным, но из-за того, что она все это время находилась в царстве духов, новости, которые она получила из священного царства, были довольно скупыми, в них явно не хватало деталей. Таким образом, она просто считала эти слухи преувеличением и не обращала на них никакого внимания. «Хорошо, раз уж мы пришли к консенсусу, давайте атаковать вместе», захохотал человек в золотых доспехах, открыв рот, чтобы выплеснуть глоток эссенции крови на свой топор. Эссенция крови рассеялась в облако кровавого тумана, который мгновенно исчез в топоре, и человек в золотых доспехах начал что-то напевать, после чего гигантский топор быстро приобрел ярко-красный цвет. Затем топор был подброшен в воздух и исчез в пространстве полосой малинового света. В следующее мгновение раздался раскат грома и завывание ветра, когда из ниоткуда собрались темные тучи, сделав все небо черным, как смоль. Толстая серебряная змея сверкнула в воздухе, а среди темных облаков можно было увидеть горный малиновый топор. Он был длиной в несколько тысяч футов, от него исходили струйки дьявольской ци, и он излучал чрезвычайно устрашающую ауру. Трехглазое дьявольское существо и миниатюрная женщина обменялись взглядами, увидев это, прежде чем тоже приступить к действию. 3 скелета перед трехглазым дьявольским существом размылись, после чего появились вокруг гигантского золотого краба в треугольной формации. Они подняли костяные щиты, защищаясь, а затем тут же взмахнули костяными молотами в воздухе. Всплеск призрачного воя мгновенно вырвался из 3 молотов вместе с яростной черной ци, и появилось около дюжины гигантских щупалец, прежде чем злобно устремиться к гигантскому крабу. Тем временем миниатюрная женщина открыла рот, чтобы выпустить мерцающую серебряную тыкву, и указала на нее пальцем, из которого хлынуло огромное пространство розового света, явив серию розовых дьявольских ворон. У этих ворон были золотые клювы и серебряные глаза, что создавало очень своеобразное зрелище. Миниатюрная женщина испустила резкий крик, и стая ворон мгновенно мобилизовалась. В ответ на все это гигантский золотой краб лишь поднял пару массивных клешней, и бесчисленные дуги серебряных молний вырвались из его тела под громкий раскат грома, образовав вокруг себя огромную сеть молний. В то же время молния сблизилась с его клешнями, и образовалась пара массивных молниеносных шаров размером с дом. Таким образом, между Даосом Се и 3 дьяволами началась жестокая битва. На расстоянии около 10 тысяч километров Хань Ли стоял в воздухе между парой гор со слабой улыбкой на лице. Золотая проекция позади него уже приняла материальную форму, и в воздухе под ним проносились 72 маленьких лазурных меча, образуя слои лазурных цветов лотоса, которые несли его тело. Прямо напротив него стояли пожилой мужчина в зеленой одежде и крылатая женщина, оба пристально смотрели на него.